Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Поджелудочная железа. Лечение и питание. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Когда болит поджелудочная, человек сталкивается с колоссальным дискомфортом. Эта железа считается наиболее крупной, входящей в эндокринную систему. Симптомы воспалительного процесса несложно выявить самостоятельно, но лечение в домашних условиях лучше не проводить без одобрения специалиста. Однако, если по определенным причинам получить квалифицированную помощь не представляется возможным, давайте рассмотрим важные аспекты сообща. Расположение поджелудочной железы и локализация боли. Перед тем, как лечить поджелудочную железу, необходимо установить, где она находится. Далее, в домашних условиях будет проще оценить локализацию болезненных ощущений. Итак, железа находится на одной линии с первым позвонком поясницы. Нужно стоять ровно. Она имеет несколько отделов, включающих тело за областью желудка, головку вблизи 12-перстной кишки, хвост около селезенки. Болезненность проявляется в правой части корпуса под лопаткой или же в подреберье. Иногда пациенты жалуются на боль вверху брюшной полости, которая вследствие раскидывается и захватывает весь живот. Подобная симптоматика свидетельствует о панкреатите или воспалении. Как правило, с этим и связана болезненность. Важно! Поджелудочная железа нуждается в лечении. Можно провести терапию народными средствами, но лучше посетить врача, чтобы он прописал медикаментозный курс. Боли в поджелудочной железе – симптомы воспаления. Если болит поджелудочная железа, скорее всего, симптомы тесно связаны с панкреатитом или воспалением. Но приступать к лечению в домашних условиях нужно после обозначения соответствующих признаков. Симптомы по нарастающей. Запор, который сопровождается метеоризмом и неприятным запахом из ротовой полости. Слабые болезненные ощущения в правом подреберье. Резкая, нестерпимая боль, ограничивающая подвижность. Больно дотрагиваться до воспаленной зоны. Повышение температуры до 38-40 градусов. Запор сменяется поносом. Через некоторое время начинается рвота. Сердцебиение становится учащенным. Возможно пожелтение белков глаз. Живот вздувается, при прощупывании очень болит. Перечисленные признаки считаются основными. Их не удается заглушить анальгетиками, или же результат приема обезболивающих кратковременный. Если панкреатит перетекает в тяжелую стадию, организм истощается и обезвоживается, появляется гипотония. Лечение поджелудочной железы иногда осуществляется народными средствами, но быстро добиться положительной динамики в домашних условиях удается далеко не всем. Нужно прежде всего понять, что стало первопричиной воспаления. Боли в поджелудочной железе – причины воспаления. Панкреатит приводит к тому, что болит поджелудочная железа. Симптомы тесно переплетены с этим заболеванием. Но прежде чем начинать лечение в домашних условиях, нужно рассмотреть и другие потенциальные причины. Отсутствие корректного рациона, прием пищи в больших количествах и не по часам, сложности в работе щитовидки или всей эндокринной системы, регулярное потребление спиртного, нарушение метаболических процессов в организме, болезни системы пищеварения, механические повреждения внутренних органов, заболевания, связанные с желчным пузырем, лечение гормональными препаратами, прохождение курса жестких антибиотиков. Диагностика болей в поджелудочной железе. Прежде чем лечить поджелудочную, рассмотрим диагностику железы. В домашних условиях провести должное обследование не получится, применяется комплексная методика. Пальпация, сдача анализов, кал моча, зондирование при подозрениях на панкреатит, УЗИ, рентген, МРТ. Воспаление поджелудочной железы необходимо распознать как можно раньше. Советуем посетить специалиста, чтобы он сопоставил симптомы и лечение. В дальнейшем вы согласуете с доктором проведение терапии в домашних условиях. Первая помощь при болях в поджелудочной железе. Приступы панкреатита в большинстве случаев проявляются по вечерам. Чтобы не мучиться всю ночь, учитесь с ними бороться. Первое. При возникновении тянущей или резкой болезненности скрутитесь в клубочек. Подайте туловище вперед, боль стихнет. Такая позиция снизит проявление неприятной симптоматики и позволит дождаться скорой. Второе. Запрещается прогревать больное место. Можно только его охлаждать. Возьмите кубики льда или кусок мяса из морозилки. Замотайте в тонкое полотенце и приложите к области, где локализуются боли. Обеспечьте себе покой. Третье. Когда приступ дает о себе знать, нужно прекратить прием пищи. Допустимо потребление жидкостей. Травяные отвары, зеленые чаи некрепкие, негазированная минералка. Голодание способствует скорейшему выводу токсичных веществ.
Четвертое. Как только закончится лечебное голодание, должны пройти все болезненные ощущения. Далее разрешается потреблять легкую пищу. Отдавайте предпочтение киселю, овсянке, постному мясу, рыбе, запеченным овощам. Пятое. Готовьте блюда только посредством запекания, тушения, уваривания. Затем измельчайте еду в пюре. Полностью исключите из рациона кислое, соленое, горькое, копченое, жареное. Иначе приступ вновь повторится. Диета при болях в поджелудочной железе. Когда болит поджелудочная железа, соблюдайте диету, учитывая симптомы и лечение. Придерживайтесь правильного питания в домашних условиях, чтобы полностью поправиться. Осуществляйте прием пищи по часам. Завтрак с 7 до 8, второй завтрак с 9 до 10, обед с 12 до часу, полдник с 15 до 16, ужин с 18 до 19. День первый. Постное мясо 100 грамм, галетное печенье, чай, овсянка 200 грамм, компот из сухофруктов, гречка с отварными овощами 200 грамм, творог 150 грамм, печеное яблоко, вареная курица 150 грамм, овощное рагу 150 грамм, компот. День второй. Омлет, 1 яйцо, пареная котлета, чай, кисель, творожный пудинг 100 грамм, говядина отварная 200 грамм, ломтик ржаного хлеба, чай, кефир с сухариками, пареная рыба 200 грамм, чай. День третий. Домашний йогурт, яблоко зеленого сорта, зеленый чай, сухари из белого хлеба, вареное филе курицы 200 грамм, гречка с рыбой на пару 200 грамм, ломтик ржаного хлеба, творог обезжиренный 15 грамм, свекольный салат 100 грамм, овсянка на пару, чай. Важно! Если к вечеру третьего дня сильно болит поджелудочная железа, то есть проявились симптомы панкреатита, проведите краткосрочное лечение, приложив к воспаленному месту холод. Затем заготовьте травяной настой для снятия боли в домашних условиях. Последующие 3-4 дня прекратите диету. День четвертый. Омлет, 2 яйца, чай, яблочное пюре 100 грамм, пудинг из творога 100 грамм, мясо с овощами на пару 200 грамм, сухари, компот, печеное яблоко, отварной рис, кисель. День пятый. Пюре из картофеля с тефтелями 200 грамм, чай на травах, компот с несладким печеньем, рыбная котлета, овощной суп, компот, домашнее желе, овощи на пару с тушеным мясом 200 грамм. День шестой. Творожный омлет, печеное яблоко, сырники 3 штуки, тефтели 100 грамм, бульон из курицы с сухарями 100 мл, кисель с печеным яблоком, маложирный творог 150 грамм. День седьмой. Молоко, творожная запеканка 150 грамм, вареное мясо с овощным супом 200 грамм, суп-пюре из овощей с котлетами на пару 200 грамм, чай с галетами, вареная свекла с постным мясом 200 грамм, кисель. Народные средства от боли в поджелудочной железе. Если поджелудочная железа болит не в первый раз, скорее всего, вам знакомы симптомы заболевания. Снять приступ и начать лечение можно народными средствами. Первое. Отвар овса. Всыпьте в 3-литровую банку 100 грамм овса. Залейте до горлышка фильтрованной водой. Накройте марлей, настаивайте 2 суток при комнатной температуре. Слейте жидкость, просушите сырье и перетрите в муку. Далее 1 столовую ложку порошка разведите в 200 мл воды. Вскипятите. Пейте в теплом виде каждый раз перед приемом пищи. Второе. Тысячелистник. Приготовьте желчегонный препарат из 15 грамм тысячелистника, 20 грамм мяты, 10 грамм календулы и такого же количества топяной сушеницы. Смесь сухих трав залейте 200 мл кипятка. Протомите на паровой бане треть часа. Настаивайте 50 минут, отфильтруйте. Принимайте дважды в сутки по 100 мл. Третье. Картофельный сок. Свежевыжатый сок из корнеплода прекрасно борется с болезненными спазмами. Для улучшения состояния принимайте по 100 мл напитка спустя полчаса после трапезы. Продолжайте терапию до исчезновения неприятных симптомов. Четвертое. Цикорий. Цикорий выступает в роли эффективного желчегонного средства. Залейте 5 грамм порошка 200 мл кипятка. Принимайте за 3 часа до трапезы небольшими глотками. Пятое. Мумиё. Мумиё используется в лечении многих заболеваний. Оно выпускается в виде экстракта и таблеток. Используйте средства согласно инструкции. Когда болит поджелудочная железа, постарайтесь установить симптомы. Если все делать правильно, лечение проводится в домашних условиях с использованием вышеописанных средств. Соблюдайте диету, чтобы наступило полное выздоровление. При отсутствии положительной динамики обратитесь к доктору. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.